очень нравится результат. Если он вам понравился и вообще, если вам понравилось, как я расставил сыр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новые рецепты. Привет, друзья! Сегодня я хочу вам показать очень вкусный и очень простой рецепт. И это запеченные макароны в духовке. Давайте делать. Для начала нам нужно сварить макароны. Я взяла вот такие макарошки. И буду их варить 5 минут, то есть даже не до состояния эль денте. Почему? Потому что мы потом их будем готовить в духовке, и чтобы они не разварились и не стали как кашу, поэтому нам нужно их доготовить до состояния эль денте. Я делаю одну порцию, поэтому я возьму один маленький стаканчик. Я предварительно нагрела воду, потому что наши макароны должны именно отправляться в горячую воду. Теперь я ее посолю, водичка. Вот одна такая ложечка добавляю. И отправляю наши макарошки. Макароны мы уже отправили, я их буду варить 5 минут, так как у нас на пачке написано 7-9 минут. Я их буду варить ровно 5. С чем мы будем делать наши макарошки? Если честно, у меня в холодильнике завалялись, это две итальянские колбаски. Одна это панчетта, типа бекон, а вторая это спианата пиканте. Я не знаю, что такое, но это типа остренькие солями. Я их буду нарезать мелкими полосочками и буду это все обжаривать на сковородке. Вот смотрите, кстати, что такое панчетта. Карбонара делается тоже с панчетта. Вот смотрите, какой у нее шикарнейший темный цвет. Она более ароматная, здесь какие-то приправы есть, и она намного более ароматная, чем наш обычный бекон, который мы покупаем с вами в магазине. И сейчас вам покажу, вот это шпианата колбаса такая, видите, она вот такая краснючая, потому что она пикантная. Понятное дело, что мы не все будем отправлять, но возьмем побольше, потому что мы любим, конечно, есть макароны, но без мяса это, такое себе удовольствие. Я беру сковородку, уже ее буду нагревать, чтобы у нас колбаска была уже в горячую сковородку мы отправили. А вот это я просто нарежу вот такими полосочками. Вот такие симпатичные кусочки, чтобы они попадались с каждого укуса наших будущих макарошки. И вот наша колбаска, которую я вот так грубо нарежу. Вот так, а потом нарежем как панчетта. На обычном масле будем обжаривать. Вот сколько у нас много получилось. Берем обычное масло. На самом-то деле у меня не самое обычное масло, потому что это типа La Santa di Oliva. Это какой-то вид оливкового масла, не точно. Оно стоит в 2 раза дешевле, но это и не подсолнечное. Так, добавляем чуть-чуть, реально чуть-чуть. Сковородка, кстати, уже нагрелась, поэтому мы уже этого все добавляем в наши сковородочки. Обычный репчатый лук я возьму половинку лука. Пока наши колбаски обжариваются, я нарежу мелко-мелко лук. Мелкие кусочки, поэтому мы его будем мелко и резать. И будем вот так шинковать. Сейчас они чуть соединятся своими вкусами между собой, и я добавлю лук. Я тоже беру халапешку и мелко-мелко мы шинкуем их. Если хотите, то можете вот такими большими кружочками оставить, но как по мне, это достаточно большие кусочки, и это будет не прикольно, когда этого все кушать, потому что у вас будет именно на одно определенное место будет вот эта острота, а когда мелко, то будете чувствовать ее практически везде. Колбаска начала уже готовиться, и сейчас мы отправляем сюда наш лук, а чуть позже мы отправим халапеньо. Чтобы они у нас перестали готовиться
их нужно сразу промыть через холодную воду, потому что если мы этого не сделаем, то они дальше будут готовиться, и может такое, что они у нас в конце концов разварятся и станет как каша, либо как сопли. Я ставлю свою руку внутри, чтобы я их чувствовала как температура, потому что, может быть, вы так их посчитали, а внутри они остались все равно горячими. Наша панчетта и колбаска уже обжарились, лук тоже обжарился, и мы добавим наше халапешку. Ой, это все хорошо размешали и выключили. Сейчас будем делать наш соус. Из чего мы будем делать соус? Сливки, чуть-чуть муки, как, скажем, обычная бешамелька, и я добавлю очень интересный такой продукт, но потом вам скажу, какой это. Как мы его делаем? Сначала нагреваем чуть-чуть сотейник и чуть-чуть, реально буквально капельки оливкового масла. Ну, вот это странное масло, короче. Я добавила, можете использовать обычное масло, с этого ничего не поменяется, хуже оно не станет, поверьте. Потом здесь вот столько муки, то есть это пол-ложки столовой. Я отправляю сюда, чтобы наша мука как бы стала более коричневой, потому что сейчас это сырая мука, и она будет отдавать вот такой неприятный привкус наших макарошки. И чтобы мы избавились от этого все, нам нужно ее прожарить чуть-чуть. Вот такая у нас мука получилась после обжарки. Сейчас покажу. Вот такой красивый цвет. Ну, очень похож. У нее цвет как арахисовая паста. Теперь мы это опять разрешаем у нас на огне. И сейчас мы будем добавлять сливки. Я брала вот такие сливки, 200 мл, они нам хватит с головой. И добавляем наши сливки. Тут нужно не провтыкать, потому что очень быстро это все может загустеть, и у нас получится очень большой комок. Поэтому, пожалуйста, не отходите, пока вы этот соус будете делать. Это очень важно. Мешаем очень много, интенсивно, не останавливаемся, потому что вот смотрите, какой он уже вот такой, знаете, как густые сливки он начал быть. Видите, какая разница, какой он был и какой он сейчас. Так, я добавлю к этому все. Вот такая красивая шняга. Это виски. Добавляем. И мешаем. О, замечательно. Так, я выключила огонь, чтобы вы не переживали. Так, я буду добавлять вот эти приправы. Что здесь? Это чубрица. Я не знаю, как на русском, поэтому, пожалуйста, не спрашивайте, как это. Здесь розмарин, орегано и приправа для картошки. Мне она нравится, и мне кажется, она здесь будет очень вкусно. Я это все отправляю и опять размешиваю. Смотрите, какой у нас соус получился. Видите, как густые сливки. Ой, как пахнет виски. Я брала кашкавал, потому что тут это, наверное, единственный такой более интересный сыр, который я нахожу в магазине, его везде есть. Я люблю много сыра, поэтому я возьму половинка нашего кашкавала. Сыр это, конечно, всегда хорошо. И его просто натираю на терке. Так, кашкавал натертый. Одна часть я буду отправлять к этому все благо. Опять размешиваем. Это все хорошо. Блин, у меня это маленькая кастрюлька оказалась. Берем большую. И берем наши макарошки. Я возьму не так много макароны, потому что я люблю, когда больше чувствуется мясо. Вот такая формочка берите. Либо, может, это будет керамическая. Ну, роль не играет. Но в моем случае это стеклянная. И сейчас мы это все чудо будем перелаживать в нашу емкость.
И теперь мы присыпаем много-много сыра, потому что я, еще раз говорю, люблю сыр, и люблю, когда вот эта корочка становится вот такая, нями-нями-нями. Духовка предварительно я уже включила, у меня она на 220 градусов, но это старая духовка, поэтому ей нужно полвека, чтобы она нагрелась. И отправляем в духовочку буквально на 5-10 минут. Наши макарошки готовы. Я их жарила где-то минут 5 максимум. Давайте пробовать. Ну, если честно, мне очень нравится результат. Если он вам понравился, и вообще, если вам понравился, как я расставил сыр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новый рецепт. А сейчас пробуем. Мне очень понравилось. Вот, сейчас будем пробовать, хотя оно очень, мне кажется, горячее. Ой, смотрите, как тянется. Посмотрите просто сыр, как класс. Так, оно горячее. Пахнет халапешко, если честно. Ребята, можете смело делать этот рецепт, потому что я реально очень переживала, что бурбон как-то испортит данный вкус, а он его добавил. Ну, понятное дело, что как бы он выпарился, но ты его не чувствуешь, вот этот вкус ядер, там, алкоголь, ты его вообще не чувствуешь. Поэтому деткам тоже можно. Но он какой-то, даже не знаю, как объяснить, но какая-то изюминка добавилась к этому все, но самое большее, что я чувствую на запахе, это халапеньо. После этого, когда ты кусаешь, ты сразу чувствуешь вот этот ядерный вкус панчетта, потому что она имеет специфический вкус. После того ты чувствуешь покалывание по языке, это из-за солями, чувствуешь слегка кислинка, потому что я говорила, что с солями они как бы кисленькие были, сыр тянется, но, знаете, я даже макарони не чувствую, я чувствую тупо мясо, ну, я его чувствую, и что мне понравилось, что когда ты кушаешь, вот этот зеленый лук, он как-то добавляет вот этого все какая-то свежесть. И, знаете, мне кажется, вот таким блюдом можно наесться даже большой, крупный мужчина, потому что оно очень сытное, оно жирное, ну, за счет того, что там колбаса и панчетта, сыр тоже, ну, реально. Ребята, делайте это блюдо, я вам говорю, оно вам понравится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилась моя золотая корочка. И до новых встреч. Пока.